зрения наиболее правильный подход, потому что люди, которые говорят, что они очень много знают, но не пользуются своими знаниями, это, конечно, с моей точки зрения, абсолютно неверно. Вот лучше, может быть, знать чуть меньше, но ежедневно полученные знания использовать на практике и видеть, что они у вас работают. Итак, я сейчас включу демонстрацию экрана. Вот так вот. И покажу, как сейчас у нас выглядит обучающая платформа. В прошлую субботу я сказал, что я все, сказать, так вот пошире сделаю и поменьше, да, вот так вот. Вот на данный момент обучающая платформа выглядит вот так, и, скорее всего, вот так она будет выглядеть достаточно долго. Почему? Потому что лучше меньше, да лучше. Это сделано для того, чтобы, сейчас точно не скажу, либо в третьем, либо в четвертом уроке, президент говорит, что обязательно пересматривайте, потому что информация не может быть воспринята правильно с первого раза. Но особенно, если вы ей не пользуетесь. Это вообще тогда время на ветер. То есть, если вы пользуетесь теми знаниями, которые вы получили, вам обязательно потребуется пересмотреть что-то. Потому что однозначно с первого раза вы что-то пропустите. И вот этот вот тайминг, он для того, чтобы вам было удобнее пересматривать. То есть находить ответы на те вопросы, которые у вас возникли в процессе работы. Вы, например, забыли, что такое быстрый старт, для чего он нужен. То есть, например, как делать продвижение мероприятий. Понимаете, вот что-то вы забыли. Поэтому открываем урок и начинаем просто смотреть, на какой минуте, о чем конкретно говорил президент. К сожалению, платформа Векроста не поддерживает то, что называется кликабельный тайминг. То есть вы просто видите, вот я вам показываю, как это вот выглядит на нашей платформе. Вот урок президента, под ним четко расписано, на какой секунде что. Я вам рекомендую все-таки смотреть эти ролики на YouTube. То есть нажимаете «Воспроизвести ролик», нажимаете на значок YouTube в правом нижнем уголочке, вас перекидывают на YouTube, перекидывают на наш канал. Еще раз говорю, это все загружено на наш канал. Мне очень нравится, что вы начали смотреть. Я благодарен вам за ваши лайки. Но эти лайки, естественно, адресованы президенту. И посмотрите, как это все на YouTube хорошо работает. То есть, например, вы решили пересмотреть первый урок, например, хотите четко вспомнить правила, которые нужно выполнять, 10 правил, например, какое-то шестое, например, забыли. Очень важное правило: бери ответственность, на себя, не ищи виноватых вокруг. Просто-напросто щелкайте, вот смотрите, на тайминг, вот сюда, вот 29 минут 27 секунд. Смотрите, что произойдет. Ролик начинается идти с 29 минуты, с 27 секунды. Все, и вы начинаете вот слушать именно по шестому правилу про ответственность. Вот таким образом вам будет проще и легче работать повторно вот с этими уроками. А еще раз повторюсь, это именно практический материал к применению в жизни. Потому что вот все, что я вам прописывал в плане примеров приглашений на наши презентации, ну в нашем случае на наши прямые эфиры, примеры приглашений уже есть и от президента. То есть как нужно вести диалоги, как нужно даже обрабатывать негативные вопросы, которые однозначно будут у вас возникать. То есть к вам эти вопросы будут задавать. И чтобы, конечно, вы не ломали голову, как это делается, почитайте варианты обработки негативных вопросов от ваших клиентов, да, которые однозначно будут задаваться, особенно если вы активно начнете приглашать в социальных сетях. То есть негативные вопросы однозначно будут, потому что люди хотят показать, что они тоже что-то знают, поумничать, да, чем-то вас подколоть. Вот. К этому нужно относиться абсолютно спокойно и реагировать на все это абсолютно уверенно. И как обрабатывать эти негативные вопросы тоже есть. Причем те, кто еще не скачал книгу, ссылочка на нее тоже есть, я ее разместил. То есть ссылка на все ресурсы, о которых говорит президент. Вот, например,
Посмотрите, вот эта вот ссылочка на книгу «Мои первые шаги в Вивасан», и где-то уже ближе к концу книги есть отдельный раздел «Как обрабатывать негативные вопросы, которые часто задают». То есть там дорогая продукция там, и так далее. Почитайте это. То есть не надо нифига выдумывать, не надо ничего выдумывать. То есть нужно просто взять то, что вам рекомендует человек, который создал все это, да, и начинать просто-напросто по этим схемам и рекомендациям просто работать, то есть просто выполнять какие-то практические действия. А основное, что вы должны делать, опять же, ссылаюсь на президента, это нетворкинг, это постоянно искать новые контакты. То есть, говоря простым советским языком, это просто вам нужно регулярно общаться с людьми. Не можете, не хотите это делать почему-то в реальной жизни, делайте это в социальных сетях. Но что значит нетворкинг в социальных сетях? Это не просто размещение постов. Общение это подразумевает ответы на какие-то заданные вопросы. То есть, например, кто-то что-то написал в группе, да, вы этому человеку ответили, и ваш ответ увидели все. Но в первую очередь, что, например, наиболее эффективно работает? Вот, например, из-за чего мы получаем вот эти вот переходы? Из-за чего мы получаем переходы по вашей ссылке? Когда вы начинаете людям, в первую очередь, особенно если у вас молодой какой-то аккаунт, вы этим людям начинаете писать в личку. Вот вы пишете в личку личные приглашения, тогда это начинает работать, даже если у вас молодой аккаунт, на котором еще нет какой-то мега активности, то есть аккаунты, на которых посты не приносят много переходов. А вот личное общение, оно будет вам приносить переходы по вашей ссылке, если, конечно, вы будете придерживаться тем рекомендациям в общении, которые, опять же, дает вам президент. То есть не надо никому ничего навязывать, не надо никому ничего впаривать, не надо изучать вот эти курсы, которые я вам скинул по ведению вебинаров и так далее. То есть в основном это используется для инфобизнеса, где все-таки продукция хуже, чем есть она на самом деле. Понимаете, вот проблема инфобизнеса это впарить, потому что люди из ничего начинают делать что-то. Потому что если бы они честно сказали, что мой продукт, мой курс, который я там предлагаю, это полное говно, я вот тут вот сделал так плохо, здесь я спешил, тут рыбу заворачивали, да, так никто не говорит. То есть чаще всего берут и приукрашивают, причем значительно приукрашивают. Я вам сегодня приведу в конце этого вебинара пример вот такого мега приукрашивания. Нам этого делать не надо, поэтому все эти скрытые механизмы, все эти очень сложные диалоги, как что-то человеку впарить, они нам реально не нужны. Вот честно, не нужны, поэтому не тратьте на это время. Вот посмотрите, что вам советует президент, как нужно честно с людьми общаться, потому что когда вы общаетесь честно, это и люди замечают. Когда вы рассказываете про себя, свои жизненные истории, это очень хорошо смотрится, очень хорошо работает. Поэтому честность прежде всего, и не нужно никаких реально сложных схем. От себя вообще добавлю, что как только кто-то начинает там умничать, пытаться тратить ваше время, очень много какого-то негатива на вас льется. Ну, вы просто задайте себе вопрос, а зачем вам такой человек, зачем на него тратить время? Если в тех же социальных сетях вы однозначно найдете много более адекватных людей, которые вас услышат и будут с вами нормально по-человечески общаться. То есть зачем тратить время на людей, которые просто сидят, прикалываются над вами, там, пытаются вас как-то чем-то задеть, подколоть и так далее. Зачем вам такие люди? Ищите других, то есть постоянно ищите новые контакты. Это не мое выражение, это конкретный призыв к действию, который делает президент в роликах. То есть смотрите их просто. То есть вот возьмите и посмотрите. Зачем я все это вам говорю? Почему вот так вот такое внимание уделяю урокам президента, которые уже вообще-то вышли достаточно давно, и многие из вас их уже посмотрели. Потому что, когда я посмотрел все уроки до конца, я четко понял, что я понял. Я понял то, что мы сейчас... Ой, Господи, ладно, оторвусь.
Так, всем доброе утро, всем привет, да, благодарю. Значит, народ, я не кидаю просто ссылки, где проходят у нас трансляции по одной простой причине, потому что у нас есть вебинарный план. Мы его делали не для того, чтобы он просто был, блин. Мы его делали для того, чтобы им пользоваться. Понимаете, вебинарный план — это Google таблица, и один из листов этой таблицы называется «Где идут трансляции?» на чистом русском языке. То есть там даже написано по-русски, понимаете. Вот откройте эту страничку, посмотрите, где идут трансляции, и перейдите по этой ссылке. Все, переход по ссылке — это нажать левой клавишей мышки вот по этой ссылочке, и она у вас откроется. Конечно, при условии, если у вас нормальный интернет, если вы это делаете с нормального работающего компьютера, а, например, не с планшета или, например, с телефона, который то ловит, то не ловит интернет. Тогда там может быть что угодно. Если у вас все зажибись с телефоном, значит и там все у вас откроется. Значит, возвращаться к этому не буду. Почему такое внимание к урокам президента? Ну, потому что это конкретный план к действию. Вот все, что нам нужно для того, чтобы учиться, есть в этих уроках. Ни больше, ни меньше, а вот то, что нам нужно. Поэтому, почему я нахрен все поудалял из нашей платформы? Потому что зачем создавать то, что уже есть? Понимаете? Но это уже есть, обучение есть в Вивасане. То есть почему мы им не пользуемся, мне это вот сложно сейчас объяснить. Поэтому что я решил сделать? Я просто решил уроки президента немного дополнить применительно к интернету. Потому что, да, президент говорит, что неважно, где вы проводите презентации. Смотрите ключевое слово. Неважно, где вы проводите презентации. Вживую, в скайпе, блин, либо в зуме. То есть, вживую, либо онлайн. Неважно. Главное, делайте это регулярно. И мы это, слава богу, делаем. То есть мы сейчас каждую неделю проводим презентации в онлайне. Да? Хорошо у нас получается, это плохо, но мы их проводим. Мы стараемся сделать, конечно, хорошо. Поэтому первую, скажем так, задачу президентскую мы выполнили. Сейчас нужно выполнить задачу номер 2. Во-первых, проводить эти презентации правильно. Но я надеюсь, люди, которые проводят эти презентации, все-таки посмотрят 6-й урок. И посмотрят не один раз, да, и будут проводить презентации по тому плану. Урок, 30 минут, народ. Зачем смотреть курсы 5-часовые, да, где рассказывается обо всем, о других компаниях, о других нишах, понимаете? Если у вас есть 30-минутный урок, который рассказывает и как проводить презентацию на бизнес, и как на продукцию, и как завершать, все в 30 минутах и конкретно о компании Vivasan. И рассказывает человек, которому вы, уверен, верите. То есть в его компетентности и профессионализме, потому что это президент компании. Все. Посмотрите и просто делайте. Все. Больше ничего не нужно. Вот. Почему я, еще раз повторюсь, там поудалял многое? Потому что, еще раз повторюсь, лучше меньше, да лучше, да? Ну и, конечно, информация, которая у нас была на обучающей платформе изначально, она была не актуальна для многих, потому что люди не имеют практического опыта работы в интернете, у людей нет элементарных знаний компьютерной грамотности, они пытаются продвигать профили в социальных сетях. Извините, люди, пока вы не научитесь ходить, бегать вы не научитесь никогда. Поэтому компьютерная грамотность — это первоочередная задача для многих. Но не надо изучать все. Реально, не надо изучать все. Вот старайтесь реализовывать схему, по которой мы сейчас работаем по приглашениям. И все, что вам нужно для реализации этой схемы, это и будет ваша элементарная компьютерная грамотность. Вот научитесь работать с окошками, это вам потребуется. Элементарные вещи с текстом, со ссылкой. Вот это уже будет только что-то для того, чтобы вы могли выполнять какие-то элементарные вещи на компьютере. Ну и еще одна проблема, я ее четко понимаю, я же не настолько глуп, как выгляжу иногда, да, почему информация, которая была выложена на платформе, она, многих, например, не зацепила. Да просто по одной причине. Я хотя вначале говорил, что я не планирую вас учить строить команды, то есть строить структуры.
Но я же рассказываю о том, как строить структуру. Вот все наши уроки, они, основная это цель привлечения клиентов в вашу команду. И что получается? Значит, у человека, у которого в структуре один человек, да, начинает рассказывать, как это делается. Но это нонсенс, да. У вас людей там сотни, тысячи, да, у многих, да, а я вам начинаю о чем-то рассказывать. Естественно, это не воспринимается. Поэтому, ну, если это не воспринимается, зачем это делать? Логично. Поэтому я решил сделать хитрее, да. Но я же умный, да. У меня там, наверное, какие-то еврейские крови. Кто-то мне почему-то именно так говорит. Хотя на самом деле у меня белорусское начало, да. Поэтому что я решил сделать? Так как у нас в компании есть однозначно человек, которому верят все, блин, это наш президент, да. Если вы внимательно посмотрите, о чем он говорит, вы поймете, что он говорит о необходимости иметь систему. Вот если у вас есть система, тогда вы будете успешны, у вас будет развиваться ваша структура. Вот основные характеристики системы, что в ней должно быть, я вам пока назову два, хотя он говорит о 4. Это поиск новых контактов, и это обучение людей, которые приходят к вам в структуру. Вот два момента. А вот теперь ответьте себе на вопрос. У вас есть технические возможности, вот у всех, кто зарегистрирован на веке роста, искать, то есть получать эти новые контакты и обучать людей, которые к вам приходят? У вас это все уже есть. Потому что платформа как раз и дает технические возможности захватывать новых клиентов. Потому что это одно из назначений этой платформы. Вот этот вот наш замечательный сайт, на котором мы проводим вебинары, да, хоть я сейчас и убрал форму захвата, но когда выступающий говорит «свяжись с пригласившим вас человеком», он заполняет эту вот форму, заявочку, да, и это и есть захват контактов заинтересованного человека, который заполнил эту форму самостоятельно. Что происходит? У нас прилетает анкета вот сюда, вот к вам лично прилетает, вы ее обрабатываете. И если человек хочет продолжить с вами сотрудничать, то есть становится частью вашей структуры, вы выписываете ему доступ к обучению, и он начинает изучать уроки, которые у нас есть на платформе. То есть начинает работать вот по этой схеме приглашения на наши онлайн-презентации. Выполнять приглашения мы делаем очень просто. То есть для приглашения мы используем очень простые способы. Для чего? А только для того, чтобы платформа, то есть система наша, была легко повторяемой. Потому что чтобы было стопроцентное дублицирование. То есть так как мы не используем каких-то сложных способов. Хотите работать в социальных сетях, отправлять личные приглашения и приглашать людей по своей ссылке на наши бесплатные открытые мероприятия. Делайте. Не хотите использовать социальные сети, используйте мессенджеры. Вот не хотите и это использовать, но вы хорошо говорите с людьми по телефону, вы регулярно с людьми встречаетесь. Вот так вот вживую, вы благодаря, опять же, техническим возможностям, которые дает наша платформа, можете, рассказав очень простую последовательность действий, то есть благодаря сервису 407, перевести этого человека, опять же, по вашей ссылке на наше онлайн мероприятие. Все. То есть у нас получается очень простая, дублицируемая и 100% работающая система. Потому что вот это основные характеристики системы. Простая, работающая и 100% дублицируемая. Все. Все, что сказал президент, у нас есть. Теперь нужно делать, только одно. Теперь нужно просто продвигать наши мероприятия. И это основная задача у людей, которые находятся на уровне хобби. Все. То есть, смотрите, до чего я это сказал. Я из нашего обучения, вот из этих уроков, которые у нас сейчас есть, я даже назвал это по-другому, сейчас обратите внимание, практическая реализация уроков президента. Вот то, что мы записывали, когда у нас была первая трансляция, то есть первые 2 урока о принципах, как это работает, для чего это нужно и так далее. Ну, то есть теория. Я их просто нахрен отсюда удалю, потому что, не нужны они.
Потому что это все есть в уроках президента. И так как президенту вы на 100% верите, поэтому зачем мне, извините, рассказывать о том, что уже рассказано? Понимаете, зачем создавать еще одно обучение, если оно есть? Еще раз повторюсь, лучше меньше да лучше. Причем учитесь у того человека, которому вы на 100% верите. Я ничему не буду вас учить, я просто-напросто покажу техническую реализацию того, о чем говорит президент для интернета. Понимаете? Ну, наверное, вы все приглашаете на офлайн мероприятия. То есть я нахожусь сейчас довольно часто в офисе, вижу, что люди, наши консультанты, встречаются с людьми прекрасно, да? То есть берите методику, которую вам рассказал президент, она прям один в один для онлайн, для офлайн встреч. И нужно четко, конечно, понимать, когда вы с человеком встречаетесь вживую, вот так вот, вам проще и эффективнее это делать, но в плане презентации. Почему? Потому что вот проблема онлайн мероприятий в том, что, к сожалению, нет обратной связи. То есть ее бывает очень сложно установить. То есть, например, я сейчас не вижу ваших лиц, да, ну, не знаю, вообще слушаете вы меня или нет. То есть, так как нет возможности установить хорошо обратную связь при онлайн-трансляции, но не у всех это получается, понимаете? Потому что те, кто хорошо проводит презентации вживую, это не значит, что вы их прекрасно будете проводить в интернете. Почему? У интернета есть своя специфика. Вот эту обратную связь с людьми тяжело установить. Поэтому вот эти вот все чаты, почему я вас приглашаю в комнату для голосового общения, чтобы была хотя бы какая-то обратная связь. Разговаривать в одно лицо тяжело, физически тяжело, то есть ты не понимаешь, слушают тебя либо нет, да. Вот, ну, вот да, я читаю, слушаем и смотрим, Юль, спасибо, да, но поверьте мне, специфика интернет-встреч или онлайн-мероприятий – это в проблеме или в трудности вот этой вот коммуникации. Но есть достаточно много плюсов. Каких? То есть у вас появляется запись, вы можете охватывать большее количество людей. То есть если мы к реализации схемы онлайн-встречи или онлайн-презентации, если использовать терминологию президента. То есть он говорит презентации, потому что вы презентуете продукт либо бизнес. Посмотрите очень, как он хорошо рассказывает о презентации продукта. То есть презентация продукта всегда должна закончиться презентацией бизнеса. Ну, классно вообще. То есть ничего лучшего не придумаешь. Поэтому просто надо пользоваться. Поэтому... Конечно, у интернета есть своя специфика, ее нужно понимать, ее нужно просто изучать и, самое главное, регулярно использовать. То есть, если мы будем регулярно проводить наши мероприятия, однозначно мы научимся это делать, особенно после того, как вы внимательно изучите те рекомендации, которые дает президент по проведению этих презентаций. То есть я постараюсь за эту неделю все почистить, то есть оставить только технические моменты и сделать такие пересылочки на где что смотреть. То есть где, в каком уроке, на какой минуте вам лучше посмотреть, например, как правильно приглашать, то есть как правильно обрабатывать негативные возражения. Вот. Смотрите, делайте. Технические моменты, еще раз повторюсь, вот все, кто приходил на личные консультации ко мне в офис, все говорили, что это абсолютно несложно. Ну, правда, это несложно, потому что мы не используем какие-то сложные схемы приглашения. Они есть сложные схемы приглашения, и многие хотят эти сложные схемы, но чтобы выйти на сложную схему приглашения, во-первых, должен быть нормальный технический опыт, должны быть нормальные инструменты, на которых вы работаете, те же самые компьютеры человеческие, да, вот, и, конечно, потребуются деньги, то есть нужно четко понимать, что сейчас, если вы хотите что-то круто раскрутить, бесплатной рекламы сделать очень, очень сложно. То есть вот то, что мы сейчас делаем с нашими онлайн-мероприятиями, можно делать двумя путями. То есть либо подключить всех или хотя бы большую часть из людей, которые у вас зарегистрированы, то есть научить их продвигать мероприятия. И тогда мы будем получать очень хороший приток людей на наши встречи. Либо использовать платную рекламу. Смотрите, зачем использовать платную рекламу, если у нас такое количество людей? Причем людей, которые в принципе хотят работать, но их нужно научить просто это делать.
И обучением вообще-то, мотивацией должны заниматься вы как лидеры. А наша платформа просто это инструмент, чтобы вы меньше времени тратили на рассказывание, как это все делается. Все. Но людей нужно, новичков, активно подключать к приглашениям на наши онлайн-мероприятия. Вот когда все доделаю, я вам, честно, откровенно могу сказать, что абсолютно неважно, кто проводит это мероприятие, из какой структуры он там, кто этот человек. Главное, чтобы он эту презентацию проводил хорошо. Вот если у нас будет один-два человека, которые хорошо проводят презентацию в интернете, вот научились это делать, я вам могу даже скинуть хорошую презентацию, которую проводят, например, в Сибирском здоровье. Вот люди, которые давно уже там работают в интернете. Вот просто посмотрите, как это все делается. Это продающая презентация. Да? Она продает бизнес и продукцию компании. Вот нам нужно реализовать что-то вот подобное. Причем не нужно много людей, которые умеют это делать. Один-два человека это вот за глаза. Если будет 3-4, то каждый из этих людей может просто отработать какую-то свою тему и пилить ее. То есть, например, взять там тему красоты и вот проводить вебинары только по тематике красоты. То есть научиться это делать хорошо. И тогда на этого человека все, кто работают в Vivasan и подключены к веку роста, а это делается абсолютно бесплатно, да, подключайтесь, приглашайте и получайте новые контакты. Обрабатывайте их вместе со своим спонсором. Окей. То есть почему я, например, против сейчас прямых эфиров, которые проводятся просто на своей личной страничке. Чтобы вы понимали. Потому что такой прямой эфир, он как бы интересен только человеку, автору этой страницы. Да, он, конечно, продвигает что-то. Однозначно делайте это. Но для командной работы вы не можете вокруг своего прямого эфира собрать команду. Потому что команда вам задаст вопрос, а почему я должна продвигать твои прямые эфиры? То есть что мне с этого будет? Почему я должна на них приглашать? Если вы начнете им рассказывать про какие-то сложные схемы, ты там человеку написала, пригласила его на прямой эфир, потом после прямого эфира ему еще раз написала, да? Это просто огороды огородные. Это будет такое колоссальное количество времени будет тратиться. И поймите, если прямой эфир проводится с вашей личной странички, люди, которые смотрят прямой эфир на вашей личной страничке, они и будут писать вам, а не человеку, которого пригласил в большинстве случаев. И когда тот человек найдет этого человека, которого он приглашал на ваш прямой эфир где-то в глобальной своей переписке и спросит его, как там был прямой эфир, там хочешь ли ты там что-то узнать побольше, он скажет, да я уже там списался с автором, там все вопросы решил, до свидос, спасибо, что пригласил. То есть, понимаете, это не командная работа, это когда человек работает на себя, вот в одно свое лицо. То есть, если хотите, чтобы ваша структура росла, чтобы ваши новички там что-то работали, то есть нужно организовывать командную работу. А командная работа – это командный сайт. То есть, когда все приглашают на одно мероприятие, которое проводится в рамках либо структуры, либо в рамках компании, да, тогда это будет команда. А сетевой бизнес – это личные отношения, то есть это поддержание не только себя любимого, а в первую очередь людей, которых вы пригласили. Им же надо как-то помогать. В принципе, все. Значит, если успею за эту неделю поправить, записать уроки технические, то к следующей субботе еще раз покажу, что есть, расскажу, как пользоваться. У кого будут какие-то вопросы, пожалуйста, через Машу подписывайтесь, то есть записывайтесь на индивидуальные консультации. Только просьба какая? То есть не надо приходить с каким-то одним вопросом, а когда у нас будет интернет-магазин? Я вам сразу на этот вопрос могу ответить. Когда я его сделаю, Все, понимаете, все, на этом разговор, на этом консультация закончена. Просто свое время как-то цените. Мое тоже как-то время, мне сейчас есть чем заняться, поверьте. Поэтому, коллеги, я всегда за чем-то вам помочь. Конечно, хочется помогать тем людям, которые потом что-то делают. Потому что типичная ситуация. Человек пришел на личную консультацию. Ой, все просто, все классно, буду делать, и ни хрена не делает.
А потом приходит и еще раз говорит: расскажите мне еще раз. Ну, извините, да нафиг вот в лес. Кстати, возможно, знаете, из-за чего это принципиально это делать, да? А люди из этого сделали там целое вот направление в MLM. Ну, они просто за это берут деньги. То есть вы заходите бесплатно, скажем так, да, а потом, когда хотите поучиться, как раскидывать ссылку в социальных сетях, не тратя на это деньги на платную рекламу, вам нужно активироваться. То есть обучение у них исключительно платное, то есть доступ к нескольким урокам вы получаете исключительно за бабки. Ну, когда люди, видимо, заплатили, тогда им хочется что-то изучать. То есть они понимают значимость этого. Да, конечно, так как с каждой оплаты человек, который приглашает на этот проект, получает деньги, да, то есть понимаете, вот что получается, почему этот проект зарабатывает? Ну, потому что идиоты, у меня других слов для людей этих нет. Они просто приглашают других идиотов, которые хотят побыстрее заработать, да, и вот за эту идиотскую работу им что-то выплачивается по рефералке. Еще раз повторюсь, все держится, весь интернет-бизнес держится на реферальной ссылке, которая сейчас у вас есть. Я вам предложил ее называть просто личной ссылкой. Но она вообще-то правильно называется реферальная или партнерская. Да? И если люди переходят по вашей личной ссылке, по вашей партнерской ссылке на сайт и выполняют там какое-то конечное действие, например, что-то покупают, тогда вы получаете денежку. Вот. Это пипец как сложно. Да? Ну вот на этом все. Значит, по субботам никакой новой информации.